Всех приветствую на канале Путь Богача, меня зовут Евгений, и в этом видеоролике я научу вас стейкать монеты прямо из кошелька Ledger. Никуда не нужно будет уходить, переходить, регистрироваться, все прямо вот в самом кошельке. Естественно, у вас должен быть Ledger Live приложение, в которое нужно зайти для того, чтобы все это сделать. Открываем, вводим пароль, заходим. Если у вас до сих пор нет кошелька, то ссылка на его покупку будет в описании под роликом. Заходите на сайт производителя, выбираете нужный вам кошелек. Лично я пользуюсь Ledger Nano X, его же рекомендую к покупке. Более того, если его купить до 3 января 2022 года, то цена его составит всего 119 евро. В то время как после 3 января уже цена поднимется до 149 евро. Такой вот небольшой инсайт пришел от производителя, поэтому если вы откладывали покупку на потом, то есть шанс сэкономить 30 евро на покупке Nano X. Nano S останется без изменений по цене $59 или евро. Но этот кошелек не такой удобный, не такой вместительный, хотя тоже вполне подойдет для пользования. Но по всем параметрам, смыслам и удобствам, естественно, выигрывает Nano X. Итак, какие монеты мы можем стейкать прямо из кошелька Ledger? На данный момент это доступно для монеты Tron, а помимо нее еще Ethereum, Tezos, Cosmos, Algorand и Polkadot. Это что касается монет, которые можно стейкать прямо в самом холодном кошельке, чтобы не нужно было никуда переходить, регистрироваться. Вот просто открыли Ledger Live и уже отправляйте монеты под стейкинг, естественно, если они у вас там находятся. Лично у меня из всего этого списка находится монета Tron на кошельке Ledger, поэтому на примере Трона и покажу вам, как все это делается. Итак, вы открыли приложение Ledger Live, ввели пароль, зашли сюда. Теперь надо нажать на кнопку счета. Здесь выбираем нужную монету, в моем случае это будет Tron. Нажимаем сюда. Открывается страница с балансом и статистикой кошелька Tron. И здесь мы видим кнопку получения вознаграждения. Для того, чтобы отправить монеты под стейкинг, нужно нажать сюда. Появляется табличка, где написано «Заморозьте TRX, чтобы безопасно получать вознаграждение и при этом сохранить контроль над активами». Замечательно, это то, что мне и нужно, и то, о чем я хочу вам рассказать. Делегированные активы остаются в вашей собственности, вы сможете разморозить активы через 3 дня, заморозьте средства и безопасно голосуйте прямо на устройстве Ledger. Супер, мне это подходит, нажимаю кнопку «Продолжить». Здесь на выбор будет две кнопки Bandwidth и Energy, что в переводе пропускная способность или энергия. Давайте посмотрим, что это значит. Наводим на значок инфо, нажимаем. Итак, пропускная способность — это когда для совершения транзакций в сети Tron вместо комиссии используются очки пропускной способности. Чтобы увеличить количество ежедневных бесплатных транзакций, укажите размер пропускной способности. Что касается Energy, так тут написано следующее. Для исполнения смарт-контрактов необходимы очки Energy. Если вы не используете смарт-контракты, то нет нужды получать вознаграждение в очках энергии. В общем, исходя из всего этого, остаемся в первой вкладке, то есть на Bandwidth. Теперь нужно указать количество монет, которые мы хотим отправить. Здесь можно написать все это вручную, либо воспользоваться удобными кнопками и отправить 25, 50, 75 или 100% монет. Я отправлю все, поэтому нажимаю на 100%. После чего нажимаю кнопку «Продолжить». Естественно, для того, чтобы подписать эту транзакцию, на устройстве Ledger должен быть тоже введен пароль и выбрано приложение Tron. Все это я сделал, поэтому мне остается лишь подписать транзакцию. Подтверждаю ее на кошельке Ledger. И здесь мы видим, что начисление очков пропускной способности начнется после подтверждения заморозки сетью. Скоро вы сможете голосовать за суперпредставителей, чтобы получать вознаграждение. Здесь можно выбрать «Голосовать позже», либо нажать сразу «Голосовать». Это я и нажимаю. Отдайте голоса за одного или нескольких суперпредставителей, чтобы получать вознаграждение. Нажимаю «Отдать голоса». Далее появляется список из валидаторов. Всего 348 штук. Если какие-либо вам знакомы, то вы можете вбить их в поиске или же найти, прокрутив ползунок вниз. Честно говоря, я никого из них не знаю. И выберу просто первых 5, потому что здесь я вижу, что нужно выбрать 5 валидаторов. Итак, давайте поделим 1163 монеты, которые у меня есть, на 5, чтобы понимать, сколько отправлять каждому. 232 токена. Хорошо, давайте отправим первым 4 по 233. Первому, второму, третьему, четвертому и остатки 5. И нажимаю кнопку «Продолжить». На этом шаге снова нужно подтвердить действие на холодном кошельке. Подтверждаю все это на Ledger, подписываю транзакцию и видим, что мои голоса успешно переданы. Здесь можно либо закрыть, либо нажать кнопку «Подробнее». Нажимаю «Подробнее» и появляется вся информация о том, что я только что сделал. Здесь можно видеть статус, счет, дату, ID транзакции, откуда была эта транзакция и, соответственно, куда. Также все это можно посмотреть в обозревателе. Нажимаю и попадаю на страницу, где отображаются все детали транзакции в более развернутом виде, где также можно посмотреть более подробную информацию. В общем, это как записная книжка. Зашел, посмотрел, и это тут теперь останется навсегда. Как отправить монеты под стейкинг, надеюсь, что понятно. Закрываем это окошко. Теперь смотрите на странице Tron в кошельке Ledger. Если опустить страничку вниз,
то можно будет видеть, куда отправлены голоса. Вот эти 5 валидаторов, куда я только что отправил все свои монеты. Теперь кнопка, через которую я отправлял монеты под стейкинг, изменилась на управление активами. Если на нее нажать, то вылезает меню, где можно заморозить токены, разморозить или проголосовать. Заморозить — это снова отправить монеты под стейкинг, если я, допустим, получил на счет еще какую-то сумму монет и также хочу ее отправить под стейкинг. И, соответственно, кнопка разморозить — это возврат монет на мой баланс. Поскольку монеты можно вернуть только через 3 дня, эта функция еще не работает. Точно так же не работает и функция заморозить, поскольку монет на моем балансе больше не осталось. Точнее, правильно будет выразиться, что они есть, но они заморожены. Поэтому они не активны для этой функции. Но функция голосования по-прежнему активна. Если сюда нажать, то можно перераспределить свои монеты между другими валидаторами. Но я этого делать не буду. По истечению 3 дней должна появиться кнопка, чтобы забрать вознаграждение. И чтобы не ждать 3 дня и показать вам это сразу, давайте посмотрим инструкцию на официальном сайте Ledger. Должна появиться кнопочка. Кнопочка называется Climb. Вы на нее нажимаете и получаете токены назад. Естественно, также нужно будет подтвердить транзакцию на устройстве Ledger. И, собственно, таким образом вы будете забирать свою награду. Как забрать и разморозить монеты я тоже показал. И ссылку на эту инструкцию я оставлю в описании под роликом. Для тех, кому мало того количества монет, которые можно стейкать непосредственно прямо в самом кошельке Ledger, а это Ethereum, Tezos, Cosmos, Algorand и Polkadot, ну и, конечно же, Tron, имеется также возможность сделать стейкинг и с другими монетами, но с помощью сторонних ресурсов. Ссылочку также оставлю в описании под роликом на эту таблицу. Здесь заходите, смотрите список монет, что можно с ними делать. На данный момент здесь примерно монет 25-30. И смотрите, есть такой ползунок, который, если нажать, то покажутся только те монеты, которые доступны в самом Ledger. Давайте нажмем, и вот мы видим, что Эфир, Polkadot, Tezos, Tron, собственно, все вот эти вот монеты. Но если убираем ползунок с поддержки Ledger, то видим более большой список монет. Давайте просто на примере монеты Terra Luna быстро взглянем, как все это выглядит. Вот напротив нее есть Terra Station Wallet. Нажимаем. Здесь я сразу вижу кнопку Connect. Если на нее нажать, то можно будет подключиться различными способами, в списке которых, естественно, есть Ledger. Собственно, если его подключить, а на нем будут монеты Terra Luna, то, соответственно, тоже можно будет стейкать эту монету, но уже, скажем так, немножко за пределами кошелька Ledger. Монеты остаются также на Ledger, но сами действия нужно выполнять за его пределами, то есть на этом веб-сайте. То же самое касается и монеты Ripple. Многие спрашивают, где застейкать монету XRP. Так вот, ребята, например, на Nexa. Вот какой список монет поддерживает для стейкинга эта площадка. Давайте уменьшим размер страницы, чтобы все помещались сюда. И видим, что в этом списке есть также XRP. Давайте посмотрим, какие вознаграждения со стейкинга предлагает эта площадка. Заходим в раздел Earn. Здесь нажимаем на старт. И здесь нам предлагает создать аккаунт. Видите, это немножко уже неудобно. Поэтому ничего сейчас делать не буду. Если на этой странице прокрутить ее немножко вниз, то здесь можно выбрать монеты, которые доступны для стейкинга, которые только что показывал вам на предыдущей странице. Выбираем Ripple и, например, $1000. Вот с $1000 мы получим 125 сверху. Это если будет период 24 месяца. За один месяц практически $5, а за год 60. И самый большой период под стейкинг — это 36 месяцев, за который мы получим $194, отправив $1000 в токенах Ripple. Как вы видите, стейкинг монет не ограничен только этими монетами, поскольку есть еще вот этот список. Все ссылки на эти страницы вы найдете в описании под роликом, также и страницу на магазин, где можно купить сам Ledger. Напоминаю, что с 3 января цена на Ledger будет дороже. Поэтому, если вы умеете считать деньги, то покупайте сразу, чтобы потом не переплачивать. Обязательно, ребята, подписывайтесь на телеграм-канал. Здесь выходят новости, которые не попадают на YouTube. И вот, например, инсайт о том, что подорожает Ledger, я здесь также выложил раньше, чем видео на YouTube. Да и вообще, если бы тематика видео была другая, то об этом вы бы не узнали. Поэтому в телеграм-канале выходят те новости, которые, если вы будете пропускать, то будете как минимум терять в деньгах или просто как минимум не будете поспевать за той информацией, благодаря которой можно заработать. Надеюсь, это все понятно, поэтому ставьте лайки под этим видео. Вы были на канале Путь Богача, и если нам по пути, то знаете, что делать. Кнопка подписки доступна для всех.